Всем привет! Сегодня у нас расклад твоей судьбы, какое важное послание для тебя есть. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, потому что все, кто хотели в проживание арканов, они в него уже зашли. Если успеваете, я сейчас в шуте до сих пор, то есть самом первом, пожалуйста, присоединяйтесь, вместе пойдем. Мне кажется, вы меня тоже обгоните. Итак, ссылки в описании к видео в закрепленном комментарии. Давайте начнем. Итак, единички. Первые две карты сигнификация, остальное тоже парно читаем. Что сейчас в твоей жизни творится? Ну, это чтобы ты понимала, для тебя этот расклад или нет. А у тебя как будто, вот знаешь, ярмарка тщеславия сейчас. У тебя сейчас вот внешне все сияет. Ты похвалы получаешь, аплодисменты, то ли за проект, то ли за учебу, неважно. Может, даже небольшую премию дали. И вот люди сейчас восхищаются твоей вот этой успешностью. И ты сама даже чувствуешь прилив энергии, как будто вот солнышко ярче светит, даже то, что его нет на небе. Но в чем подвох? Ты застряла в позиции вечной ученицы. Вместо того, чтобы брать, как говорится, быка за рога, ты довольствуешься крохами. Учишься чему-то новому, но ты не применяешь знания вот эти на практике. Хвастаешься своими планами, но ты их не реализуешь до конца. И твоя жизнь сейчас это красивая обертка с пустотой внутри. Вот раньше же делали конфетки, да, обертку берем, а внутри камешек. Вот у тебя так. Ты силы тратишь на поддержание своего имиджа перспективная женщина. Тогда как на самом деле ты топчешься на одном месте, боясь вообще сделать хоть какой-то шаг. И самое плохое, ты сама это прекрасно чувствуешь, но ты притворяешься, что все хорошо. Да какое тайное послание судьба тебе на ушко шепчет? Но она не шепчет, оно кричит. Ты добровольно заперла себя в клетке. Вот эти страхи твои, а вдруг не получится, а что подумают, а если он бросит, это все не твое. Ты примерила чужие ограничения, вот как этот платье, которое тебе не подходит, которое на 2 размера меньше, и теперь ты задыхаешься. Посмотри правде в глаза, ты же умнее этого. Тебе дан дар чувствовать людей, чувствовать жизнь, чувствовать вот ситуации. Ты всегда нужные слова находишь для других. Но для себя ты сомнения только оставляешь. Вот твоя жизнь — это сомнение. Хотя других ты прекрасно поддерживать умеешь. И карты прямо тебе говорят, что твоя вот эта сила эмоциональная, она сейчас против тебя работает. Ты вкладываешь свою силу там в поддержку подруг, утешение коллег, угождение родне, а на себя крошки, если еще и они остаются. Перестань быть вот этим эмоциональным банкоматом для всех. Твоя интуиция шепчет, что пора роль сменить. Из вечной вот этой спасительницы превратиться, как говорится, в капитана пиратского своего корабля. Но для этого нужно перестать бояться собственной власти над своей же жизнью. Почему это сейчас именно пришло послание? Ну, потому что ты на грани срыва, а тут по-другому никак не скажешь.
Или твой начальник, или вот тот, кого ты видишь авторитетом, он на тебя давит. Требует больше результатов, сравнивает с другими, намекает, что ты могла бы постараться получше. И вместо того, чтобы дать ему отпор, дать ему купить в магазине леща, пожарить и дать ему этого леща, и себе честно признаться, что это не твой путь, ты уходишь в немый вот этот, как его, отдых, в апатию даже, я бы сказал. И это не восстановление сил, нет, это бегство. Встречи ты отменяешь, часами эту ленту скроллишь с короткими видео, рилсы. Придумываешь болезни себе, лишь бы не сталкиваться с реальностью. И организм бьет тревогу твою. Постоянно у тебя усталость, постоянная бессонница ночью. Днем ты вообще спать хочешь. Потеря интереса к тому, что тебя раньше радовало. Это не просто период какой-то, это вот красная кнопка, которую ты сама же и жмешь. А послание сейчас пришло, потому что следующий шаг либо, как говорится, нервное истощение, либо, наконец-то, решительные действия делать. Выбор тут за тобой, не за мной. Или ты сейчас перестаешь прятаться, или, как говорится, тонешь в болоте окончательно. Потом не вылезешь уже. Как применить это послание, чтобы перевернуть свою судьбу? Ну, знаешь, тут по картам даже мне трактовать не нужно, ты сама уже догадалась. Хватит врать. Твои мелкие вот эти хитрости, хитрожопости, там, например, сказать, что там сделаю, отчет готов, когда ты его даже не проверяла, да? Поставить там аврал на работе, чтобы не идти на свидание. Делаешь вид, что там все под контролем. Это все путь в никуда, вот эти твои мелкие врушки. Ты как лиса, которая крутится вокруг курятника, но боится за этой, как его, за изгородь вот эту прыгнуть, за забор. Сначала признай, ты себя в угол загнала. Ты тащишь на себе вот кредиты, которые для показухи взяла, отношения, где вообще чувств давно уже нет, работа, которая тебя съедает. Это груз не чей-то, это ты сама навесила его на себя, пытаясь соответствовать ожиданиям. Сейчас выход единственный – это радикальная честность. Токсичные связи разорви, даже если это родня. С нелюбимой работы уйди, но не в никуда, а найди сначала ту, которая тебе нравится. Ты же вот работаешь на нелюбимой работе, но ты и не ищешь другую. Из квартиры хлам выкини, из жизни. Больно будет, да, и обидеться на тебя, но когда ты сбросишь этот десяток чемоданов, которые годами тащила, ты вздохнешь. Легко вздохнешь, впервые за долгие годы. А начни с малого. Скажи «нет» тем и тому, что тебя истощает. Один честный поступок в день, и через месяц ты сама себя не узнаешь. Разве это так сложно? Ну, я соглашусь, сложно, но начни хотя бы. А не переключайся там на следующий расклад или там на сериал турецкий на какой-то. Давай перейдем ко второму варианту. Двоечки, что сейчас в твоей жизни творится? Это сигнификация, чтобы понять, для тебя этот вариант или нет. А ты сейчас на распутье. У тебя вот, знаешь, вот с одной стороны работа стабильная, с зарплатой гарантированной, которая тебя душит своей вот этой серостью и рутиной. А с другой стороны у тебя собственный проект,
где ты можешь раскрыться, но там пока, как говорится, ни копеечки не светит. И вот ты стоишь перед выбором сейчас. Шаг вправо — это там безопасная тоска. Шаг влево — это рискованный полет. И вокруг тебя вот целая куча возможностей. Знакомые сотрудничество предлагают, подруги зовут в какой-нибудь свою там стартап какой-нибудь. Даже клиенты готовы тебя ждать, если ты решишься. Но ты замерла, как вот эта статуя. Потому что ты боишься упустить то, что уже наработала. И вот эта стабильность, она тебя душит. Но ты цепляешься за нее. Как за соломинку утопающей. Ну или как за спасательный круг. Хотя у тебя внутри уже все кипит от вот этого желания вырваться от этого всего. И в голове ты крутишь одни и те же варианты, но вместо действия ты устраиваешь бесконечные, как говорится, чаепития с блокнотом и планами, которые так и остаются в блокноте. И никуда из блокнота они не вылезают. Какое тайное послание судьба тебе на ушко шепчет? Ну знаешь, она орет тоже, что твоя борьба за место под солнцем на работе, где ты всех переиграла, она тебя до того довела, что ты потеряла связь с семьей. Ты думала, что ты там власть получаешь, признание, когда там коллегу подсидел, да, или выбила себе повышение. Но теперь твои родные не отдаляются от тебя. Дети уже не звонят. Муж завел себе подругу для разговоров. Мать перестала советоваться с тобой. Тебе вот кажется, что ты победила. Но на самом деле ты сидишь, как говорится, в пустом доме с дорогим ремонтом и кучей там сертификатов на стене. Знаешь, время скоро придет, когда придется тебе выбирать. Либо ты продолжаешь грызть всех ради своей карьеры и останешься в одиночестве, либо срочно чинишь мосты с близкими, пока они навсегда не ушли. Эти сплетни за твоей спиной на работе — это только начало. Дальше будет хуже, если ты не остановишься. Почему это послание сейчас? Да потому что ты второй месяц игнорируешь звонки от всех своих близких. Ты не блокируешь, а ты игнорируешь звонки, которые хотят предупредить тебя о том, что уже, как говорится, даже муж засматривается на другую. Ты отмахиваешься. Думаешь там, сама разберусь. А теперь у тебя на руках факты. Его все реже видишь. В машине чужой волосок. Судьба тебе сигналит через близкого, который, вот как сказать, случайно заметил его где-то. Тут, знаешь, тут не совпадение. Это все идет к тому, что звенят последние звоночки перед тем, как твой брак рухнет, как домик карточный. Ты слишком ушла в работу. Ты слишком долго вид делала, что все у тебя под контролем. А сейчас уже, не получится отсидеть в сторонке. Никак. Вот как бы я не хотел, чтобы у тебя все было хорошо, но карты другое показывают. Либо ты сейчас проводишь серьезный разговор с мужем, либо через пару месяцев уже, как говорится, имущество будешь делить. Как применить это послание, чтобы свою судьбу перевернуть? Хватит быть жадиной тут. Ты в ловушке застряла. Ты и работу вот эту боишься потерять, и накопленные деньги, поэтому ты терпишь вот этого мужа-изменщика. И начальника-хама. Как собака на сене. Ни себе, ни людям. А судьба тебе кричит уже, что все. Перестань за все цепляться. Перестань за мужа, который тебя предал, цепляться. Выгони, замки смени, на развод подай. Я с тобой согласен. Первое время страшно будет. Кредит, ипотеки, там что люди скажут.
Но сейчас это единственный способ вырваться из круга вранья. У тебя сейчас не жизнь, а вот вокруг одно вранье. Твоя жадность и страх бедности, они душат тебя сильнее, чем любая нищета. Пока ты не отпустишь это все, где ты всем должна, все контролируешь, ты не увидишь новых возможностей. Ты прекрасно знаешь, что муж тебе изменяет. Ну, ты глаза закрываешь, конечно, это. Ой, как закрываешь глаза. Займись тем, от чего у тебя глазки горят. А изменщиков, и ты знаешь это, за порог. Иначе там к 50, к 60 годам останешься с пустым кошельком и с сердцем разбитым. Тут как сигнификация даже то, что ты знаешь, что муж тебе изменяет. А ты знаешь, ну или как минимум догадываешься, но не хочешь признавать. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Первый вопрос — это сигнификация. Нет вечных троечек, двоечек и однерочек. Нету. Все по сигнификации. То есть, если я говорю о тебе, о твоей жизни, да, а первый вопрос у нас, что сейчас творится в твоей жизни, значит, расклад твой. Так что в твоей жизни творится? В западне ты в глубокой. Ты сейчас на себе вот весь дом тащишь. Детей, мужа, родителей, работу, и все внутри уже от боли разрывается. И кто-то из близких еще недавно нанес тебе такой удар, такой сильный, что у тебя дыра в сердце не затягивается. И это предательство пришло от человека, которого ты считала своей опорой. И тут или муж слил денег много на какие-то свои азартные игры, либо вот тебя раскритиковали за твой стиль воспитания при всех. Вот что-то такое. Или лучшая подруга вот увела клиента, там, например, с твоего бизнеса. Вот что-то из этого. И вот ты стоишь как каменная, на работе все идеально, дом чистотой сверкает, дети ухожены, жопа помыта, никто даже не догадывается, что ты ночами не спишь и боль вот эту пережевываешь. Твоя вот эта денежная стабильность, она клеткой стала. Ты боишься слабину показать, потому что тогда все рухнет, что ты строила с таким трудом. Это вот эти, как сказать, 3 ножа в спину от тех, кому ты доверяла. Это парализовало тебя. Ты застряла между необходимостью лицо сохранить и желанием просто заорать во все горло о несправедливой жизни. Ну, внешне ты, конечно, эталон успешной женщины, а внутри ты скомканный лист бумаги, который никто не видит. Это какое тайное послание судьбы? Ну, знаешь, перестань быть удобной для всех. Вот это послание. Твоя львица внутренняя. Она заперта в клетке под названием «надо». А у тебя еще вторая клетка, где там дверца открыта между 2 клетками. Вторая клетка твоя «должна». Вот «надо» и «должна». И вот ты между вот этими клетками туда-сюда переходишь. Ты заглушила свой огонь ради чужого комфорта. Терпишь мужа-бездельника, потому что семья. Молчишь, когда его мама нарушает твои границы личные. Улыбаешься всем, там даже клиентам, да, которые тебя унижают. Пора сжечь эти цепи. Вот пересмотри все.
Зачем тебе бизнес, который радости не приносит? Почему ты мужу позволяешь жить за твой счет? Зачем перед его матерью оправдываешься за любой свой выбор? Судьба, она требует радикальной паузы. Возьми отпуск, телефон выключи. Там уединись где-нибудь, там, например, там на даче, если погода позволяет, да? Потому что только в тишине ты услышишь свой голос настоящий. Это не бегство, нет. Это, как говорится, стратегическое отступление, чтобы силами собраться. Знаешь, ты должна понять то, чего хочешь ты. Ты. Не твое окружение, а ты. Твоя страсть, твоя харизма. Это все похоронено под вот этой грудой обязанностей. Так вот, открой вот эту саркофаг этот, пока не поздно. Почему послание именно сейчас пришло? Ну, это не случайный звоночек. Ты сама кнопочку «Тревога» нажала. Вот, вот вспомни, вот как месяц назад ты чьи-то долги покрывала. Ну, закрывал. Или когда свекрови своей вот в деньгах отказал. Вот это были первые искорки твоего бунта. И Вселенная просто увидела, что ты готова к переменам. И вот сейчас критический момент. Если еще раз промолчишь, сломаешься окончательно. Ты вот ярости, как вот не бомбежка, а вот как динамит накопила. Но вместо взрыва направь эту энергию в дело. У тебя мозги есть, чтобы бизнес перестроить. Смелость у тебя есть, чтобы мужа-бездельника выгнать. Навыки, чтобы там поставить мать мужа на место, тоже есть. Но ты пытаешься тушить вот этот пожар. А чем тушишь? Пожар ты тушишь бензином. Ты импульсивно действуешь и без плана. А вот это послание пришло сейчас, потому что дальше будет хуже. Следующий удар от близких тебя раздавит полностью. И вот на пороге ты сейчас стоишь, где нужно выбрать. Или ты управляешь своей жизнью, или она управляет тобой. Вот и выбирай. Как это послание применить, чтобы перевернуть свою судьбу? Ну, знаешь, с малого начинай, но сегодня же. Вот для начала открой отдельный счет и переводи туда там 10-20% доходов. Это будет твой какой-нибудь там неприкосновенный фонд на побег. Потом составь черный список, кто высасывает твои силы. Это у нас свекровь с вечными просьбами, подруга-нытик, муж этот, как его, иждивенец. Дашь им четкие границы. Например, там, деньги не дам, жалобы твои слушать не буду, или там, сама разбирайся. Понимаешь? И перераспредели свои деньги. Там половина на обязательные расходы, треть там на развитие, на собственное. 20% там на радость, это там массаж, маникюр, вот это все женское. И ты можешь позволить себе уборщицу там 1 раз в 2 недели. Перестань с этой тряпкой убиваться. Ты на мужа больше тратишь, на ерунду. И начни «нет» говорить без объяснений всяких. Это не эгоизм, это твое выживание, солнышко. И самое главное, знаешь, выдели себе день только на себя. Ну, в неделю, я имею в виду 11 дней. Рисуй, там в подушку кричи, голышом танцуй. Самое главное, только на видео это не снимай. И через месяц вот такой дисциплины ты просто увидишь, что мир, он не рушится, а ты начнешь дышать полной грудью. И дышать легче будет, понимаешь?
Ну, а что ты хотела? Чтобы я тебе тут говорил, что кто-то за тебя все сделает? Нет, только ты. Только ты, твоя смелость и твое истинное «я», а не вот это задавленное вроде «я». Я не знаю, как это сказать. Ну, ты все меня поняла, все меня услышала, и всегда помни, что дед всегда рядом, а ты пират.